Привет, друзья! Это уже третий за сегодня выпуск, обеденный выпуск, скажем так, последних новостей. Сегодня в Германии и мире произошло несколько неожиданных событий. В Rheinland-Pfalz запускают новую цифровую систему. Она обещает упростить уход за пожилыми людьми в Германии, но вызывает споры из-за контроля данных. В Евросоюзе, в Брюсселе серьезный разговор о будущем бюджете Европейского Союза. Урсула фон дер Ляйен предлагает увеличить его до рекордных 2 триллионов евро, и не все страны готовы согласиться. В Соединенных Штатах Америки попытка завершить самый долгий шатдаун, но компромисс вызывает сомнения, и это еще не все. Цены на жилье в Германии снова растут, а обсуждение возможного возвращения службы в армии становится все активнее. В Латинской Америке неожиданное действие Соединенных Штатов Америки. Авианосец Джеральд Форд направлен в сторону Карибского региона. О всех этих последних новостях часа расскажу буквально за пару минут. Итак, в землях Rheinland-Pfalz и Саар стартует масштабная цифровая инициатива. Фракция Христианско-демократического союза ХДС предлагает новый законопроект по созданию единой интернет-платформы «Поиск места в доме престарелых». По словам руководителя фракции Гордон Шнайдер, сегодня семьи вынуждены по телефону или через множество учреждений выяснять наличие свободных мест для близких. Эти устаревшие процедуры приводят к узким горлышкам в системе ухода и дополнительной нагрузки на родственников и сотрудников учреждений. Законопроект предусматривает обязательство этих учреждений по уходу своевременно и систематически передавать данные о свободных местах. Через платформу можно будет в режиме реального времени увидеть доступные места, а также использовать мобильное приложение для получения этой информации. Цель – увеличить прозрачность, повысить эффективность использования мест и сократить административные задержки. Проект уже внесен на рассмотрение в Ландтаг в Rheinland-Pfalz и ожидает обсуждения на очередной сессии. Христианско-демократический союз считает, что решение позволит семьям заранее планировать уход за близкими, а учреждениям более рационально распределять ресурсы. Следующая новость одна из самых важных. Европейский Союз стоит на пороге крупнейшей бюджетной реформы за последние годы. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила увеличить 7-летний бюджет до 2 триллионов евро. Это аж на 700 миллиардов больше текущего плана. Главная цель – это обеспечить финансирование ключевых программ, включая поддержку сельских регионов, развитие аграрного сектора и усилению контроля Европарламента над расходами. Фон дер Ляйен предупреждает, без этого увеличения бюджет окажется под угрозой, а доверие стран-членов Европейского Союза может рухнуть. Решение стало ответом на угрозы блокировки бюджета рядом государств. Европейская комиссия настаивает, если страны не согласятся на эту реформу, реализация проектов ЕС будет сложнее, а различия в подходах между странами и институтами Союза могут углубиться. Следующая новость связана с обсуждением сложной ситуации в Америке. Сенат Соединенных Штатов Америки сделал первый шаг к завершению самого продолжительного шатдауна в истории страны. Уже более 40 дней, напомню, федеральные учреждения работают в ограниченном режиме. Законодатели нашли все-таки компромисс. Временное финансирование правительства сочетается с пакетом 3 законов на весь год. Лидер большинства в Сенате, республиканец Джон Тьюн, заявил, что сенаторы готовы проголосовать. Ключевой уступкой для демократов стало обещание провести отдельное голосование в декабре по продлению субсидий на программу здравоохранения. Соглашение гарантирует выплату зарплат всем федеральным служащим, включая военнослужащих, и частично приостанавливает увольнения, начавшиеся в предыдущей администрации Соединенных Штатов Америки. Теперь проект направляется в Палату представителей и ожидает подписи президента США Дональда Трампа. Эксперты предупреждают, хотя компромисс снимает прямую угрозу финансового паралича, окончательное решение еще не принято, и полная стабилизация работы правительства зависит от последующих голосований и официального утверждения документа. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Цены на жилье в Германии снова стремительно растут, особенно сильно в крупных городах. По данным Ассоциации немецких ипотечных банков, в третьем квартале они выросли, внимание, в среднем на 3,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В метрополиях, таких как Мюнхен, Гамбург, Дюссельдорф и Кёльн, рост превысил даже 5%. Эксперты связывают такую динамику с тем, что покупатели уже адаптировались к высоким процентным ставкам, а спрос на недвижимость остается довольно высоким. При этом арендаторы также оказались в сложной ситуации. Средняя годовая прибавка к новому договору аренды составила, внимание, 3,7% по Германии и 3,8% в крупных городах, а в отдельных местах даже до 5%. Генеральный директор Ассоциации ипотечных банков Йенс Столкмит подчеркивает, цитата, «Жилье в метрополиях остается дефицитным, несмотря на ускорение строительства. Мы нуждаемся в еще более масштабных усилиях». Он призвал федеральные и земельные власти упростить разрешение на строительство и активнее включаться в наращивание жилого фонда. Рост цен и арендных ставок делает недвижимость все менее доступной для широкого круга граждан. В такой ситуации стратегическая задача государства – это одновременно стимулировать строительство и защищать тех, кто арендует жилье, чтобы снизить нагрузку на рынок жилья и поддержать социальную стабильность. И это только начало. В Германии вновь обсуждают возможность возвращения обязательной службы в армии. Томас Рёвекамп, председатель комитета по обороне Бундестага от Христианско-демократического союза ХДС, предупреждает, добровольцам для армии все еще недостаточно, а страна стоит перед решением о возвращении обязательной службы. По словам Рёвекампа, сейчас рассматриваются 3 сценария. Первый – классический вариант с обязательной службой для части молодежи. Второй – отбор по профессиональным навыкам, чтобы оперативно восполнить нехватку специалистов в армии. И третий – это лотерея среди призывников, вариант, который вызывает сомнения у политиков. Министр обороны Борис Писториус отметил, что приток добровольцев пока ограничен, поэтому обсуждение более структурированной формы службы становится особенно актуальным. Рёвекамп подчеркнул, что решение не только числовое, но и стратегическое, цитата, «Свобода – это не только право, но и обязанность», отметил он, отмечая изменения в европейской безопасности и важность укрепления доверия союзников по НАТО. Закон о новой системе службы планирует, напомню, подготовить к 1 января, чтобы повысить эффективность оборонного управления. Обсуждение продолжается, но ясно одно – без реформ армии страна не будет готова к будущим вызовам. А дальше еще интереснее. Самый дорогой авианосец США Джеральд Форд стоимостью 13 миллиардов долларов следует в направлении Венесуэлы. Этот шаг вызывает тревогу в Каракасе и у международных наблюдателей, поскольку отражает стремление Вашингтона подчеркнуть свое присутствие в регионе. По официальной версии, авианосец участвует в операциях по борьбе с наркотрафиком, однако эксперты отмечают, что его присутствие может рассматриваться как дипломатический сигнал для руководства Венесуэлы. Авианосец сопровождается группой боевых кораблей и уже прошел через Гибралтарский пролив на пути в Карибское море. Джеральд Форд – это гигант с автономной силовой установкой, способный одновременно поддерживать авиацию и морские операции на длительный срок. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.